Я работаю с людьми, и когда ко мне люди приходят, я начинаю наводить красоту на лице, да, а, я не могу сказать, что я там всех чувствую или там кому-то что-то хочу сказать. Нет, вообще такого нету. То есть, видимо, кому-то не время знать, с кем-то меня вообще не состыковывает. То есть человек просто приходит, полежит и уходит. Вот. А тут произошла такая ситуация, что у женщины наступает приступ кашля. И такой характерный, очень сильный. У нее начинается паника. Я начала, вот, у нее такое вот состояние, когда она не может справиться, да, неконтролируемый вот этот вот кашель. Мы остановили услугу. Я понимаю, что ей надо попить горячего, потому что у меня кушетка с подогревом. Ее прогрело хорошо, да, то есть ей надо еще попить, чтобы это все нормализовалось, хотя бы вот ушло вот это вот острое, когда постоянный кашель. Кашель вроде бы стало полегче, она легла, вот, и я понимаю, что вот пришла с ней душа, которая просит с ней поговорить. Мы начинаем разговор, то есть я с ней начинаю, мне говорят, что она очень сильно, то есть показали, во-первых, что у нее там трахеид, да, вот глубоко, то есть в легких все чисто, но слизь вот находится вот в трахеях, в бронхах не сильно, а вот в трахее. Со спины вот, особенно вот у нее там с той стороны, когда вот она лежала, как раз у нее наиболее сильно вот это было видно. Вот. И говорят, что, ну, то есть душа мне говорит, что скажи, что нужно ей прогреться, что она просто замерзла очень сильно довольно-таки. Вот. Я начинаю говорить, вам бы тут надо прогреться в баню. И вот они говорят, ну, то есть баня обязательно должна быть с горячим чаем, чтобы вот все, потому что она в какой-то момент промерзла очень сильно, и получилась вот эта вот ситуация с воспалением, со слизистой. Вот, она вроде бы меня выслушала, так все, да, все хорошо. Вот, и меня просят ей передать о том, что так как у нее есть способности определенные, так как у нее очень сильно развита интуиция, чтобы она перестала бояться. Чтобы она перестала бояться людей, чтобы она перестала бояться ту помощь. То есть пришла душа ее мамы, потому что все интуитивные, которые моменты у нее были, да, когда она там понимала, что не надо в отпуск в этом году ехать на машине, лучше на поезде, да, то есть это безопаснее. То есть это все у нее очень хорошие взаимоотношения, то есть мама ее всегда как охраняет. И вот надо было попросить перестать бояться, чтобы она поняла, что откуда это у нее. Вот я это все объяснила. Душа меня поблагодарила, которая ко мне приходила. Вот, собственно говоря, я ее тоже поблагодарила за то, что за такое доверие, что она выбрала меня. Вот, ну и женщина ушла, конечно, такая, есть над чем подумать, потому что не каждый день тебе дают такую информацию, не каждый день тебе такое рассказывают. Вот, такая вот история у меня была.